55 лет назад, 12 апреля 1961 года, впервые в истории человечества космонавт Юрий Гагарин, гражданин Советского Союза, на космическом корабле «Восток» поднялся в космос. 108 минут этого полета заложили основу и дали толчок к развитию всей современной космонавтики. Здравствуйте, мои хорошие! За полетом Гагарина последовало множество знаменательных достижений в космической области, а большинство из которых принадлежит советским и российским ученым, не вспомнить о которых сегодня было бы кощунством. Это выход человека в открытый космос, высадка астронавтов на поверхности Луны, первая орбитальная станция «Салют», непрерывно обитаемая орбитальная станция «Мир», проработавшая более 15 лет, и, конечно же, совместный международный проект 14 стран «Международная космическая станция». И вот уже не за горами тот момент, когда человечество окончательно покинет пределы матушки Земли, встав на путь освоения безбрежных просторов космоса. Готовы ли мы к его покорению? Безусловно. За эти 55 лет наукой, в том числе медициной, накоплено огромное количество данных, позволяющих смело говорить о возможности колонизации нашего ближайшего соседа по Солнечной системе – Марса, и возведении городов-колоний на Луне. Константин Эдуардович Циолковский, русский ученый, основоположник современной космонавтики, еще 100 лет назад писал: «Техника будущего даст нам возможность одолеть земную тяжесть и путешествовать по всей Солнечной системе». В своих трудах именно Циолковский впервые обосновал необходимость изучения влияния факторов космоса на человеческий организм. Каким же риском подвержен человеческий организм в космосе и как долго человек может находиться за пределами Земли? На сегодня абсолютный рекорд пребывания в космосе, 437 дней, остается за российским космонавтом Валерием Поляковым. Такая длительная орбитальная командировка предоставила медицине колоссальный и бесценный багаж знаний. В 2016 году Американское национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства НАСА объявило о своих планах осуществить изучение влияния космоса на организм человека с помощью братьев-близнецов. В ходе эксперимента один из братьев отправится на МКС, где проживет целый год, в то время как второй останется дома. По возвращении на Землю будет проведено сравнение их организмов и изучение произошедших изменений в состоянии здоровья. Бесспорно, космос далеко не самое комфортное место для пребывания человека. Факторы, воздействию которых подвергается здесь человек, можно разделить на три основные группы. К первой относят космическое излучение, почти полное отсутствие газов и так далее. От воздействия космической радиации на Земле нас надежно защищает магнитное поле и атмосфера планеты. В космосе, наоборот, человек подвергается прямому воздействию высокоинтенсивного ультрафиолетового, инфракрасного и ионизирующего излучений. К самому опасному здесь, конечно, следует отнести радиацию, которая способна вызывать мутации, разрушать отдельные органы и даже целые системы организма. А вторая группа факторов – это физические нагрузки, испытываемые человеком при полете космических аппаратов, ускорение, шум, вибрация и, конечно же, невесомость. Состояние невесомости возникает, когда к телу, находящемуся в пространстве, не приложены никакие внешние силы, кроме силы притяжения. В первые часы полета у космонавтов развивается такое состояние, как космическая болезнь, главными симптомами которого являются тошнота, головокружение, а также зрительные иллюзии и дезориентация, вызванные нарушениями работы вестибулярного аппарата и резким приливом крови к голове. Примерно через 72 часа пребывания в космосе эти неприятные симптомы проходят. Всем хорошо известно, что человек может жить в условиях невесомости. Однако негативным образом здесь сказывается время. Длительное пребывание в состоянии невесомости в первую очередь влияет на опорно-двигательный аппарат. Без привычной физической нагрузки, вызванной гравитацией, атрофируются мышцы,
а в костной ткани происходит потеря минеральной плотности, из-за чего кости становятся очень хрупкими. Каждые несколько месяцев, проведенных в космосе, космонавты теряют около 2% своей костной массы, вследствие чего у них резко увеличивается риск переломов и появления в почках камней по возвращении на Землю. Наиболее подвержена действию гравитационных сил сердечно-сосудистая система. Условия невесомости приводят к уменьшению объема крови, мягкости вен, происходит изменение формы и размеров сердца за счет атрофии мышечных волокон. Невесомость изменяет баланс жидкости в организме, обмен белков, жиров, углеводов, минеральный обмен, а также некоторые эндокринные функции. Наблюдаются потери воды, электролитов, в частности калия, натрия, хлоридов. Со стороны иммунной системы происходит возрастание восприимчивости к заболеваниям. Увеличивается риск развития аутоиммунных заболеваний. Еще одной серьезной проблемой, связанной с невесомостью, является ухудшение зрения. После 2 недель пребывания на орбите Земли у космонавтов зафиксировано изменение формы глаза, утолщение в начале зрительного нерва задней части глаза и самого глазного яблока, что с течением времени приводит к развитию дальнозоркости. Вообще, на воздействие невесомости откликаются все уровни организма, вплоть до клеточного. Таким образом, он пытается адаптироваться под изменившиеся условия окружающей среды. И, наконец, третья группа – это факторы, связанные с длительным пребыванием в помещении малого объема с искусственной средой обитания. Замкнутое пространство, однообразие обстановки, отсутствие многих привычных для земной жизни вещей и нехватка контакта с живой природой создают совершенно особые условия, которые грозят космонавтам развитием депрессии, расстройств памяти и нарушением сна. Тем не менее, несмотря на совокупность всех пугающих и опасных для здоровья факторов, как уже было сказано выше, современная наука научилась успешно решать проблемы, связанные с пребыванием человека в космосе. И для покорения безбрежных просторов Вселенной осталось совсем чуть-чуть, достойное финансирование космических программ. А за учеными, инженерами и медиками дело не заржавеет, а наша Земля все еще богата молодыми, умными и горящими сердцами. И тогда, к 100-летнему юбилею первого полета человека в космос, как пелось в одной знаменитой советской песне, и на Марсе будут яблони цвести. Не болейте, обязательно ставьте лайки, заходите в сообщество, ссылка на которое будет в описании под видео. Здоровья вам!